Давайте поговорим на тему того, куда мы вообще движемся. Я недавно общался со своим духовным наставником Игорем, дядей, который мне подарил машину. И вот мы какую тему затронули. Я хочу и спешу с вами поделиться. На самом деле, смотрите, чтобы примерно выбирать, стоит ли идти в IT, сдуется ли рынок, а вы знали, что на текущий момент зарплаты на рынке IT подросли. Ну, то есть банально, для людей, которые опытные, ну, как я или и так далее, IT-борода, например, Димыч, да, вот, они могли бы сейчас зарабатывать больше. Люди, которые в профессии 3+ лет, могли бы сейчас зарабатывать на 10-18% больше, чем в прошлом году. Так вот, что происходит? На мой взгляд, мы находимся не на пике, да, ну, то есть график роста отраслей, а где-то в начале. То есть, если задуматься, рынок IT начал развиваться с 2007 года, современный интернет. 2007 год, 2009. Что произошло? Ну, во-первых, интернет стал дешевле, доступнее, и сайтами наконец-то начало пользоваться достаточно большое количество людей. На сегодняшний день мы практически все в интернете. Вы зайдите в метро, посмотрите, не знаю, просто на людей вокруг, что они делают. Да они каждые 5 минут смотрят, там, Инстаграм, что-то новое, что-то произошло. ТикТок, да, контент стал доступнее большинству людей. Практически повсеместно в СНГ доступны безлимитные тарифы или очень дешевый интернет, да, то есть сейчас только редкий человек не в интернете, ну, особенно среди СНГ, то есть интернет стал дешевый. Когда интернет был дорогой, например, появился WhatsApp. Почему он появился? Потому что звонки в Испании, смс-ки, стоили намного дороже. Люди хотели отправлять смс-ки, они стоили почти по 1 евро за смс-ку. Конечно, они начали отправлять сообщения через интернет, который был просто тупо дешевле. И вот так вот история развития WhatsApp. То есть протестировали на Испании и потом потихонечку выросли. Да, не Америка. Вот. Не Марк Цукерберг. То же самое и здесь. И вот что я думаю. На самом деле сейчас большинство компаний, те, которые обычные такие компании, никто не хочет заниматься производством. Ну как, добывать уголь, ну, добывать калийные удобрения, производить железо. Фу, это где мы, в каменном веке? Да, не очень здорово, не престижно. Хотя шахтерам и другим рабочим платят прям хорошие деньги, там прям можно неплохо заработать. Но суть в том, что это не классно, не модно, не молодежно. Вот блогер в Инстаграме, в ТикТоке, это куда как веселее. Поэтому у меня сестра младшенькая, она уже ТикТок-блогер. Уже растет, уже Наруто, все такое, прям все как положено. Я к чему? В производстве больше всего денег. То есть, по сути, я как в голове своей представляю, что все запускается с производства. То есть, мы с полей собрали урожай, мы куда-то что-то посадили, мы из земли достали какой-то там ресурс, и потом его начинаем перепродавать, фьючерсы, банки и прочее, это уже потом. Логистика, другая отрасль, да, доставка, вот это вот все, больших ресурсов, больших объемов товаров. Эти все ребята вынуждены тратить 4% от выручки, то есть много денег, да, колоссальное количество денег, на IT-услуги. Они вынуждены. То есть, если компания какая-то не тратит, то она теряет в конкурентном преимуществе. То есть, любой другой игрок просто поставляет свои услуги более качественнее, более в срок, более предсказуемо, нейронные сети, все такое, и дешевле, по итогу дешевле. Так вот, я вот о чем задумался. Я посмотрел, сколько сотрудников в Гугле, да, вот вы можете тоже погуглить, сколько в IT-Сбербанке, не вообще в Сбербанке, а в IT работает, и так далее. Это небольшое количество людей. Хорошо, если на планете вообще насобирается 1% населения, которое занято в IT. Хорошо, если. Да? Скорее всего, это 0,5%. Так вот, 4% денег идет на 0,5% населения Земли. Понимаете, да? Вот откуда деньги в IT, как минимум. Да? А есть же еще бизнесы, которые появляются на стыке. Да? То есть, вот эти большие компании заказали себе какую-то CRM-ку, сайтик на PHP, лендосик, мобильное приложение, что-то мы им сделали.
API-шечка появилась. На стыке API-шечки и каких-то других API-шечек можно построить чисто цифровой бизнес. Каких-то более лучших улучшений. И много бизнесов появляется. Появляются бизнесы полностью автоматизации кафе, кофеин. То есть не нужно ничего. То есть в Америке можно прийти и купить оборудование, и за 2% от прибыли или от 2 до 4 вы просто платите как подписку, как комиссию вот этим ребятам, которые дали вам все. То есть технически вы сняли помещение, сразу получили оборудование, и просто ваш налог на работу, он выше на 4%. В Минске также работает Яндекс.Такси. То есть вам не надо владеть тачкой, платить налоги, где-то регистрировать ИП или еще что-то. Есть таксопарки, вы туда устроились. Да, они, конечно, берут не 4%, но 20%, да? Но вам не надо ничего париться. 30% берет Яндекс, 20% таксопарк, итого минус там 54%. И зато вы просто ездите, когда вам удобно и все такое, и не паритесь. Ни с налогами, ни с чем, все за вас там решается. Я к чему? К тому, что появляется больше возможностей. На чисто цифровые бизнесы нужно чисто много айтишников. И почему зарплаты на 18% выросли? Технически произошел коронавирус. Да? Большинство бизнесов начали умирать. Ну, то есть пошел спад. Поэтому джунов перестали нанимать. Да? Вот представляете же с джунами? У меня умирает моя там кофейня, ресторан, какой-то еще бизнес, куда люди раньше ходили. Я там, не знаю, аниматор. Все, нету ивентов. Тамада не нужен, свадьбы там не организуются. Не знаю, что в Европе происходит с локдаунами. В Беларуси просто этого ничего не было. Поэтому сложно рассуждать, но я вижу, что много бизнесов закрылось, ну, которые были так себе. Большинство бизнесов, которые были условно так, не то что прибыльные, имиджевые, они тоже закрылись. Много всего позакрывалось, но остальные бизнесы решили выжить. Представляете, вот все умирают, вы идете, видите, как выкашивает там проблема кучу ваших конкурентов, бизнесов, и вы такие: божечки, я тоже не хочу закрываться, мне нравится, что я делаю. Ну, раз все сидят дома удаленно, куда же мне деть деньги? Что же мне может спасти? Я вот бизнесмен такой, вот бобер, привык зарабатывать на чем-то реальном, что можно потрогать, не цифры или абстракции. И, конечно, я иду к айтишникам. Я такой: блин, вот наймем айтишников, они что-то там придумают, какую-то вандервафлю. Надежда появилась, знаете, как священное что-то. И когда технически после смерти реальных бизнесов IT-сектор должен был бы, наверное, тоже немножко так типа поясочки затянуть, туда начали вливать бабло все оставшиеся бизнесы, которые решили выжить. И так как резко повысился спрос на айтишников, резко повысились зарплаты. Почему это так произошло? Ну, потому что айтишников резко больше не стало. Возможно, их стало меньше, но все-таки коронавирус, люди умирают, как бы это ни звучало. И компании заметили, что надо опытные спецы. Мы же хотим побыстрее спасти те бизнесы, которые умирают. И, конечно же, мы хотим переманить поопытнее человека или подучить кого-то. Ну и произошла конкуренция. И резко выросли зарплаты. И сейчас идет вторая волна. Да? То есть, если раньше война шла за сеньоров и медлов, то сейчас более-менее все успокоились и заметили, что сеньоры слишком как-то зажрались. Да? Многие такие крутят носом и такие: ой, я меньше, чем за 10 тысяч работать не буду. Неважно, да? Любая сумма. Я просто не хочу, я там вау, и все. Рано или поздно его подсократят, как только бизнесы перестанут плакать и страдать, и решат, что да пошли вы в жопу. Мы наймем там 3 медлов и 2 джунов, и все будет норм. Но медлов еще можно нанимать. А сейчас компании смотрят такие: так мы медлам наймем помощников, джунов, ну и вообще сеньоров брать не будем. И все. Да? И опять появляется спрос огромный на джунов. И я к чему? Технически все идет по синусоиде, да? То есть сразу рост, потом падение, потом опять рост, потом опять падение. Сейчас будет падение у сеньоров в зарплатах, да? Потом опять станет больше, да? То есть те, кто опытные в IT, они будут зарабатывать больше и больше и больше. Это я рассказываю так, вкратце. А есть еще так называемая инфляция, которая условно составляет 4% в год. Да? 4% в год мы имеем инфляцию. Но если вы берете на депозиты, ложите по 2%, то, скорее всего, вы немножко в минусе. Так вот, представляем, что на конец года наша зарплата должна быть как минимум на 4% больше.
Если ее повысили меньше, то мы пошли, мы потеряли деньги за год. Вроде бы а если нам ничего не повысили, то мы потеряли. Если нам не повысили 2 года подряд, минус 8, даже вот почти 9%, да? И вот так мы видим. И как минимум за пару лет у нас должно быть плюс 10-15% к зарплате у айтишников, да? У которых уже очень много денег, да, по общим нашим, посмотрите предыдущее видео, статистике. А плюс еще вот эти лишние дополнительные проценты. То есть наши зарплаты могли бы вырасти в среднем за 2-3 года на 30%. Могли бы у айтишников. И вот когда мы начинаем об этом размышлять, мы начинаем считать и планировать. И компании планируют, они же планируют бюджеты. Да? Знаете, как если я хочу летать на самолете, то я покупаю топливо на год вперед. Я хочу узнать, что вот за эту сумму я смогу обеспечить самолет топливом. Это называется фьючерсы. Я работаю через фьючерсы. Кто-то может там торговать, но мне надо по гарантированной цене на конец года иметь там топливо. То же самое хочется и с айтишниками. Да? В течение года вот эти все колебания отслеживать сложно, и у многих компаний просто может не хватить денег на то, чтобы это все обслуживать. И вот парадокс. Если много на стыке идет новых бизнесов цифровых, те компании старые, которые тратили 4%, что же с ними происходит? Вот эти бизнесы на стыке, цифровые, делают услуги вот этих старых бизнесов, классических, дешевле. Конкуренция, цена становится на эти услуги дешевле. Но те, кто дали дешевую цену айтишную и качество, те айтишники забрали все деньги на себя. Да, то есть идет монополизация, да, то есть мы видели там 40 продуктов, все как-то там боролись, разные бизнесы вкладывались в свои там CRM-ки, а потом кто-то заметил, так есть одна полностью цифровая, сделана какими-то чуваками, и она дешевле, нам дешевле этим пользоваться, чем самим делать. То есть, например, нам на текущий момент дешевле использовать услуги чат-сервиса какого-то готового с API-шкой, чем свой разрабатывать. Да? Вот мы не будем разрабатывать, мы там нашаманим что-нибудь. Вот, цифровой бизнес, просто люди дают API-шку к чату. Сами сделали чат, решили не конкурировать с другими чатами и дали просто всем возможность сделать что-то а-ля Zoom туда пошел, тоже делает. Вот. И я к чему? Что бизнесы так или иначе перетягивают, а другие бизнесы умирают. И айтишники перетекают из компании в компанию. И поэтому, если раньше в компаниях было модно, что многие айтишники работают там, 3 года в Америке считалось нормой. Ты работаешь 3 года, потом, возможно, идешь в другую компанию. Потому что тебе скучно становится. Возможно, там маневры карьерные не так классно идут. Но раз в 3 года ты ходишь по компаниям, чтобы посмотреть, какие технологии на рынке, чему-то новому научиться, куда-то выше по карьере двинуться. В СНГ это был год. Да, люди работали год на одном проекте и шли на какой-то другой проект. Когда ты слышал, что кто-то работает 6 лет в одном проекте, ты такой, так ты же ничего не умеешь, как-то плохо развиваешься. Это по карьерной штуке. То в связи со всякими такими маневрами айтишный опыт, он накапливается. Да? То есть, если раньше была какая-то API-шка, вряд ли следующая API-шка станет хуже. Возможно, станет лучше, проще, или что-то станет еще легче делать. И мы имеем экспоненту. То есть IT-услуги в качестве растут, то есть они не забываются, понимаете, становится дешевле, а дешевле позволяет еще больше туда запихнуть, еще больше всяких сервисов открыть, еще больше на стыке, удешевляет, и по сути остается 4, возможно 3%, возможно эти 4%, которые бизнесы старые закладывали и готовы были сразу чек выписать, то есть ты приходишь и говоришь, дайте нам $500 000, и мы вам поставим ПО. То сейчас ты такой приходишь и говоришь, дайте нам $50 000 в этом квартале, потом $50 000 в следующем квартале. Они во времени эти деньги растянули, повертели, покрутили, на них еще что-то заработали, им все равно выгоднее. Растягивать деньги во времени для бизнесов реальных выгоднее. И вот за счет этого мы имеем большую конкуренцию. Да? Технически наши зарплаты могут упасть. Но за счет экспонента и открытия возможностей для новых бизнесов я вижу, что наш рынок только будет расти по экспоненте все выше, выше, выше. Спрос на эти услуги разнообразный, особенно по производству контента, будет выше и выше. То есть Инстаграм-фильтры, ТикТок, всякие приложения, всякие штуки по обработке видео, все теперь блогеры, все теперь влогеры, все пишут новости.
все вообще вовлечены в социальных сетях, все хотят быть Владом Бумагой, все что-то хотят, все хотят стать такими, как Моргенштерн, маленькие дети на них равняются. И это все стимулирует покупать новые гаджеты, покупать оборудование. Это стимулирует реальный бизнес, открывать TikTok-комнаты. Да? Появляется много возможностей. Технически для айтишников появляется больше работы, обслуживать это все. Ну, знаете, возможно, не на таких мега-крутых разработчиков по 10 миллионов долларов в месяц, да? Но для старта у вас больше возможностей начать не вот по классическому пути, курсы и так далее, а где-то сбоку зайти, как-то еще что-то, обслужить вот этот вот рынок, который появляется. И возможностей больше. А я еще думал, окей, у нас там, пускай было 0,5% населения занято в IT, станет 1% или 1,5%. 4% денег мировых, которые идут на обслуживание этого всего, это все равно дохерища, это очень много. А если их станет 6 или 8%, ну, просто бизнесы найдут еще что-то, на чем они еще смогут заработать, куда они будут готовы денежки инвестировать. И что? 1% населения будет обслуживать, то есть технически денег станет больше, это простимулирует 1% стать в 2%. То есть IT-рынок имеет огромный потенциал для роста, и не факт, что схлопнется в следующие 3, 5, 10, 20 лет. Но нет какой-то реальной причины, почему бы это произошло. Возможность, то, что появится много сервисов в обслуживании и производство чисто цифрового контента, это просто огромное поле. Так вижу я, так я поговорил с Игорем. Единственное, что получил в рекомендациях от Игоря, что, возможно, они будут тратить не 4%, а, скажем, 3%, но растянутые во времени. Да? То есть реальный бизнес будет растягивать деньги во времени, потому что там так им дешевле. Как с подпиской, да? Купить камеру, вот, например, я снимаю на камеру, я ее не купил, да, вот, а многие блогеры покупают, я ее взял в аренду. Это стоит, условно, для меня обошлось $25 в день, да? Но YouTube просто на той рекламе, которая крутилась, приносил условно $70 в месяц. Просто за счет того, что просто там висели ролики, они просто что-то зарабатывали, я ничего не делал. Да, вот чисто вам цифровой бизнес. Теперь моя механика поломалась, но я все равно посчитал, что даже если я буду брать камеру в аренду и что-то с Ютуба там это реинвестировать, мне все равно дешевле, чем купить камеру за $5000 там или за какое-нибудь большое количество денег. И это позволяет мне экспериментировать и быстрее развиваться. Да? Не пытаться, вот, знаете, типа, это мое, владеть этим, я должен владеть тем. Как артисты. Давайте еще немножко договорю. Например, многие артисты не покупают себе дома. Вот просто я там пошел, вилла такая, вилла сякая. До тех пор, пока они не стали супер популярны. Они что-то арендуют, что-то берут в аренду, машину, живут там-сям. Это чисто европейская культура, там американская. Там пожил в аренду туда-сюда. А покупают реально, когда они резко разбогатели. То есть резко разбогател, резко там $1 миллион, $2 миллиона. Просто за год, за полгода. Не копят. То есть пока вы копите, вы это время теряете. Когда вы можете реинвестировать. И такое на заметку. Ну просто пару раз спрашивали, что делать с деньгами. Ну разделите их на 3 части. Треть инвестируйте в себя. Треть на текущие расходы, путешествия, обслуживание себя. Ну и 30% сохраните на черный день. Все, вот с такой простой механикой можно уже сильно двигаться и развиваться, и вы будете более конкурентоспособны на очень высококонкурентном и растущем рынке, как IT. Но помните, это мы говорим про минусы IT. Да? В нем работать не стоит. Можно работать, не знаю, девочкой го-го танцевать. Есть много всяких интересных работ. Что вы все в это IT лезете? Дайте нам, старым бомбрам, пожить и позарабатывать. На этом у меня все. Всем пока. Я почитаю Forbes. Да? В Forbes очень много интересного пишут. Смотрите, рассказывают про планету Forbes, про игровое пространство. Я вам рекомендую такие журналы читать. Вы прям очень много можете для себя подчеркнуть. И, если Forbes не интересен, да, кто эти богачи, фу. Вот, есть бизнес Harvard Review, другая штука. Ребята пишут про бизнес-кейсы, рассказывают истории, как, куда, что растет. Я очень часто нахожу здесь белорусские компании. Вот, например,
законы роста, да, статья называется. EPAM, вот начинается, да, EPAM регулярно выходит в списки Forbes в 25 самых быстро растущих публичных технологических компаний. Вот. И выручка EPAM, судя по всему, стремится в миллиарды долларов, стремится к 3 миллиардам. И это выручка, да, это денежки, которые можно куда-то реинвестировать. И про это все можно почитать. Почему, как, мнение. И мне кажется, это здорово, потому что здесь работают профессионалы, не то что блогеры на Ютубе. Так что на этом у меня все. Пока-пока.